чем разница на тонком плане между гражданским браком и официально зарегистрированным? Договоры подписываются не только на человеческом уровне, и важен не тот знак, который поставлен на документе, не та форма договора, которая является физически чем-то скрепленной, важен тот договор, который скрепляется на уровне душ. Эти два человека договорились между собой и объявили о том, что они являются мужем и женой, то существующий документ принципиально ничего не меняет. Важна честность в отношениях и выполнение обязательств как внутри семьи, так и внутри рода. Сами документы нужны лишь для того, чтобы отслеживать какие-то родовые последовательности и фиксировать опыт. И хотя существуют определенные предметы, определенные признаки, которые использовались в супружеских отношениях, и определенные знаки, например, которые говорили о том, что женщина вышла замуж, а мужчина женился, эти знаки говорили о том, что эта женщина не может вступать в отношения с другими мужчинами, а этот мужчина не может вступать в отношения с другими женщинами. Это говорилось о том, чтобы не привлекать внимание тех потенциальных кандидатов, которые ищут свою семью и могут правильно различать тех, кто свободен, от тех, кто занят. В общем-то, в основном для этих целей были предназначены определенные знаки, которые говорили о связях в семье и регистрировались их отношения. На магическом уровне, либо на том уровне, который называется более правильным, более тонкие отношения с природой, некоторые признаки фиксации брака наносились в той степени, чтобы показать, что та или иная женщина носит тот или иной потенциал и в той или иной степени значима для общества. Женщина, например, родившая определенное количество детей, носила определенные знаки, это говорило о том, что в обществе ей оказывалось определенное внимание, определенное уважение. Женщина, выполнившая для рода определенную функцию, имела и определенные права, и в том числе определенное право голоса, так как женщина, только начавшая формировать свою семью и не создавшая ничего для рода, не могла обладать определенным потенциалом, определенными знаниями для того, чтобы помочь не просто своей семье, но и помочь какими-то сложными решениями представителям рода тогда, когда эти решения были необходимы. Сам по себе брак означает договор, а не факт его скрепления какими-либо документами. Хотя факт скрепления может быть дополнительной функцией, которая может помогать в некоторых ситуациях. В принципе, это не принципиальное значение. Важен тот договор и честные условия, на которых этот договор был заключен. Тогда, когда в общей недостаточно ответственности, этим знакам, этим формам придается особое значение, чтобы удержать супругов от каких-то, может быть, ошибок. Это вопрос недостаточного уровня сознания, а не какого-то принципиальной функции, которую нужно выполнять. Договор – это осознанное обязательство, которое принято обоими сторонами, а не какой-то знак, или не какой-то документ, или не какой-то материальный предмет, который обязывает супругов к каким-либо отношениям. К отношениям, к обязательствам обязывает их договор. А договор – это не какой-либо знак, поставленный на бумаге, символ, а обязательство по отношению друг к другу и само по себе честное отношение.